Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Весна не за горами, а значит сегодня поговорим про подкормку плодового сада и ягодных кустарников. Какими удобрениями их весной нужно в обязательном порядке подкормить. У всех, конечно же, на участках есть и плодовые деревья, это и яблони, и груши, и ягодные кустарники, малина, смородина, голубика, жимолость и так далее, и так далее. Сейчас прям очень большой ассортимент различных растений. Значит, чем и как подкармливать эти растения? Значит, бывают случаи, когда плодовые деревья и ягодные кустарники и вовсе кормить не нужно. Какие это случаи? Значит, во-первых, если вы посадили плодовые деревья осенью, допустим, вы высадили яблоню, либо грушу, там черешню какую-то, хорошо заправили посадочную яму по всем правилам, в первый год посадки вот эти деревья ничем не подкармливаются. Почему ничем не нужно кормить? Потому что в посадочной яме очень много различных питательных веществ. Корневая система еще небольшая, и все питание она будет потреблять из вот этой заправленной ямы. Подкормки могут только навредить. Допустим, вы сделаете азотную подкормку, дерево начнет активно расти, и вот эти побеги могут не повозревать, не сформируются почки, и зимой случится подмерзание. Поэтому вот молодые деревья в первый год посадки ничем не подкармливаются. Далее, бывают случаи, когда и уже взрослые растения не подкармливают. Когда это происходит? Допустим, я не подкармливаю весной ягодные кустарники, смородину, крыжовник и малину. Почему я не подкармливаю? Потому что в осенний период всю малину ремонтантную я срезаю полностью и мульчирую перепревшим компостом либо навозом. То же самое делаю и с крыжовником, со смородиной. Значит, делаю обрезку, да, лишние ветки старые всякие удаляю. И, значит, вот этот приствольный круг весь я мульчирую, опять же, либо перепревшим навозом, либо перепревшим компостом. На 1-2 ведра под куст засыпай, и все. И весной не нужно делать подкормок. Почему не нужно? Потому что в компосте, либо вот этом перепревшем навозе, питание для куста выше крыши. Можно обходиться и без внесения дополнительных удобрений. Если же вы не сделали вот такое мульчирование компостом, либо перепревшим вот этим навозом в осенний период, остались кустики так, как есть, и малина, и крыжовник, смородина, то весной можно сделать вот эту процедуру. Чем раньше, тем лучше. Почему нужно рано приступать, как только сходит снег? Потому что та же смородина, либо крыжовник начинают раннюю вегетацию, и зацветают они одними из первых в саду. Начинаются ранние вегетативные вот эти процессы, и нужно дать им питание. Поэтому, как только растаял снег, можете взять какой-то компост с компостной кучи, либо там навоз, перепревший у вас есть в запасе, и подсыпать, замульчировать вот эти приствольные круги. И эти растения будут получать необходимое питание. Значит, что еще можно, кроме навоза и компоста, применять? Понимаю, что эти удобрения есть не у всех в наличии. Значит, можно использовать минеральные удобрения. Допустим, есть вот такое самое дешевое удобрение, я уже рассказывал, амофоскамид, да, комплексное удобрение, в котором есть азот, фосфор, калий. 3 основных элемента питания. Иногда еще какие-то микроэлементы бывает добавлять, но, как правило, только основные. Значит, можно подкармливать вот этим удобрением по только оттаившей почве, когда она болотистая, когда она влажная. Почему именно по влажной вот этой мокрой почве? Опять же, по причине ранней вегетации вот этих растений, которые я перечислил, и потому что в этом удобрении содержится хлористый калий. Хлористый калий, он может, хлор вот этот угнетающий может действовать на растения, поэтому им не подкармливают в период вегетации. А ранней весной, когда почва болотистая, вы внесете такое удобрение, этот вредоносный хлор, он быстро улетучится, и вреда для растений не будет. Поэтому таким удобрением можно подкармливать только вот ранней весной по оттаившей болотистой почве. А весной также не забываем про подкормку косточковых культур. У косточковых культур есть одна проблема. Зачастую им не хватает кальция в почве, и вроде бы вот вся вишня цветет, белая, красивая, и завязались уже вишенки, и потом раз пожелтели и осыпались, и плодов на дереве остается очень-очень мало. И так происходит в основном, если не хватает кальция. Тогда делаем подкормку с кальцием. Можно подкормить кальциевой селитрой,
перед цветением, либо можно ацетатом кальция. Как его делать, я рассказывал. Далее, кроме этих культур, есть у нас еще в садах и голубика. Вот голубику подкармливать органикой нельзя. Не подходят никакие органические удобрения. Нельзя голубику кормить ни навозом, ни компостом, ни пометом, никакой органики. Забудьте про нее. Для голубики есть специальное удобрение, где есть основные элементы питания, микроэлементы и подкисляющие компоненты. Допустим, сера добавляется, да? Вот такие удобрения мы для голубики применяем. Также весной вносится и сера для подкисления субстрата. Можно весной, можно, в принципе, в любой период года, но я обычно вношу весной. Значит, как я делаю, как я подкармливаю голубику? Как только сходит снег, вношу серу для подкисления. Затем смотрю на развитие кустика. Вижу, что уже начинают набухать почки. Они такие крупные становятся, вот-вот распустятся. В этот период делается первая подкормка комплексным удобрением для голубики. Первая подкормочка. Затем проходит 3 недели, делаю вторую подкормку и третью делаю в мае. Вот третью подкормку, это практически завершающая подкормка такая из основных, она делается до конца мая. Уже в июне, в июле ничего не вносится. И завершающая подкормка уже в осенний период делается. В конце августа, в начале сентября, там уже сульфатом калия подкармливаю. Ну, про голубику еще будут, конечно, отдельные ролики. Весной, кстати, буду показывать, как высаживаю голубику. В этом году буду 30 кустов еще высаживать. Уже подготовил посадочные ямы. Будем это более подробно разбирать. В интернете, кстати, можно найти, опять же, информацию, как подкармливают кустарники и там плодовые деревья по снегу. Прям берут удобрения, по периметру крона рассыпают по снегу, и получается вот такая подкормка. Кто-то золу там под кронами рассыпает, чтобы это все попадало в почву. Значит, такую подкормку действительно можно делать, но эта подкормка проводится по талому снегу, когда снег практически уже растаял, там осталось вот там пару сантиметров. Тогда действительно все это впитается в корневой системе, все эти удобрения. Но если снега огромные сугробы, по пояс снег, все это смоется. Поэтому не торопитесь с этими подкормками. Все-таки вот я предпочитаю вносить по оттаившей почве, когда снег уже сошел, но она еще болотистая, мокрая. Значит, еще один момент. Спрашивали у меня про микоризные грибы. Вот про эти профит. Есть у меня вот такая баночка, микоризные грибы профит. Значит, нужно ли их вносить и как их вносить? Значит, большинство многолетних растений, значит, существует в природе благодаря микоризным связям. Да? В симбиозе с корнями находятся микоризные грибы, которые помогают растениям полноценно получать питание. Значит, микоризные связи в почве возникают естественным путем. То есть вы посадили дерево, да, и все равно в почве эти микоризные грибы, они есть. Эти связи возникнут в любом случае. Для чего же тогда вот эти препараты нужны, если микоризные связи возникают сами? Для того, чтобы улучшить приживаемость растения, чтобы быстрее корневая система адаптировалась на новом месте, быстрее растение прижилось. Поэтому микоризные грибы можно применять один раз за все время. То есть при посадке растений. Допустим, вы высаживаете голубику, можете микоризные грибы добавить, вы высаживаете какую-то яблоню, можете их добавить. Это только улучшит вот приживаемость растений. Но если не добавите, опять же, не будет никакой глобальной проблемы. Просто приживаемость может быть более длительной. Что еще хочу сказать? Немножко про навоз хочу сказать. Значит, для подкормки плодовых деревьев, ягодных кустарников лучше использовать полностью перепревший навоз, либо куриный помет, чтобы не было, значит, ожога корневой системы и чтобы деревья не начали активно расти. Почему? Если внести вот этот свежий навоз, может быть очень стремительный рост у деревьев, и опять же, этот рост может не закончиться до наступления холодов. И плохо повызревают побеги, плохо сформируются почки. Поэтому свежие все-таки удобрения лучше не применять. Вот есть, наверное, единственная культура, под которую можно все-таки такой свежий и либо полуперепревший навоз добавлять. Это малина. Вот малина его любит. Можете без проблем набросать этого свежего навоза,
да, небольшое количество под малину, и все с ней будет хорошо. Малина его воспринимает нормально. Остальные культуры, к сожалению, не очень. Ну, вот такой ролик про подкормки у нас сегодня получился. В сезон буду еще более подробно все это показывать и рассказывать. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.